Ой, сколько всего произошло! Приветствую вас, мои дорогие любители Азии! С вами снова я, Милена, русский гик и гэг, живущий на территории Кореи, который рассказывает вам не только о Корее, но и о разном другом, связанном с гик-миром. И да, сегодня у нас будет такая сравнительная тема о том, как Корея изменила меня. Но, ребята, я здесь уже живу больше 7 лет, и она меня конкретно подкорректировала. И даже местами страшно подкорректировала. Нет, это не вот эти вот первые ощущения, которые я сняла когда-то давным-давно, лет 5-6 назад. Если вы пропустили это видео, я прям оставлю его здесь, вот в описании под видео. Проверьте, посмотрите, будут небольшие состыковочки, но, боюсь, будет гораздо больше чего-то нового. Поэтому готовим чаек, кофеек, закусочки и поехали! Ну, в первом видео я точно помню, что рассказывала, что с чая я перешла на кофе, потому что, ну, найти чай, в принципе, в кафешке здесь было очень тяжело. Но на данный момент достаточно огромное количество пакетированного чая начало появляться, в принципе, в кафешках, и чай, в принципе, стал там появляться, но, к сожалению, меня все равно как-то особо к этому не тянет, но вот зато матча-латте стало моим любимым занятием. Как только оно просто появилось, все, матча-латте, ты моя судьба. В России, я не знаю, есть это или нет, кстати, напишите мне об этом, пожалуйста, под видео внизу. Вещь просто потрясающая, я на нее подсела, любовь, наверное, до гроба. Ну и, конечно же, чай. Я, понятное дело, заказывала, кто-то из подписчиков присылал. Ну и, конечно же, да, я сама притаранила это из России еще в прошлом году, чтобы хватило на долгие чаепитные церемонии. Я просто чай-киллер. Дальше, конечно, это острая еда, но давайте посмотрим на это немножко под другим, как бы, уклоном. Острой еды здесь хватает, ее много, и она бывает либо вкусная, либо невкусная. В Пусане она гораздо более вкусная, хотя в последнее время даже Оден, он вроде тупо острый. Если раньше он был остро-вкусный, сейчас он как-то, знаете, такое ощущение, что вот инфлюенс со стороны Сеула начал просто иметь место быть, и ему большинство, как бы, ресторанов переходит, видимо, на какой-то такой микшированный вариант. Мне это, конечно, не очень нравится, но, опуская все подробности, вы уже знаете, я, в принципе, не откажусь, конечно, от вкусной, острой еды, но теперь я без кимчи вообще не могу жить. То есть это, знаете, это вот, я раньше, в принципе, без квашки особо не обходилась, а теперь без кимчи. Это ничего не поделаешь. Следующее, это, конечно же, рис. Я не просто стала много есть рис, но я его еще и разнообразила. Нет, это не просто белый, это не просто какой-нибудь длинный белый. Нет, это даже не только бурый. Нет, у них есть здесь миксы с разными другими зерновыми, с красным, с каким-то черным рисом и так далее, с бобовыми и так далее. То есть у них такие реально миксы продаются. Я, естественно, периодически это все ем, кушаю. Получается такая недокашка, когда, конечно, я делаю что-то из наших, типа, знаете, пшенка там и так далее, с рисом. А потом еще, не дай боже, при корейце каком-нибудь, да, залью это молоком. О боже, какая там истерика. Они не понимают, а для меня кашка. Ну, как бы, если я полюбила здесь курочку в кляре, она же чикен, ням-ням чикен, и, в принципе, я, помнится, говорила о том, что что-то вроде, типа, чимек стал моей частью жизни, теперь я боюсь, что это чиколь, и я с собой ношу виски для этого дела, потому что, ну, меня не устраивает то пиво, которое подается вместе с этой, соответственно, курочкой. Я все-таки уже не студент, мне печень моя дороже, соответственно, здоровье тоже, мне хочется какое-то более высококачественное, как эльфу, пойло. Простите, они не подают какой-нибудь черный кэзл, или даже Гиннесса у них может не быть, зато какое-то непонятное, фиг пойми, моча-мочо, и там точно будет, и мне не хочется это пить, поэтому, естественно, я предпочитаю чиколь, то бишь это чикен и кола, в который я могу, если вдруг приспичит, ну прям душа эльфа попросит, скажем так, продезинфицировать раны, я, естественно, с собой возьму вискарь, либо джин какой-нибудь, может быть, тоник, ну и все такое, я просто плесну в свой стакан нужное колво, и у меня будет потрясающий чиколь. Запатентовано мной чиколь, если что. Про половую жизнь тоже говорила, я к ней так, кстати, и не привыкла, при том всем, что, в принципе, и на кровати, и на стульях я иногда до сих пор сижу в некой позе визю и вообще йоги, но, к сожалению, непосредственно именно в ресторане мне почему-то безумно неудобно. И не знаю почему. Может, мне там штаны, как говорится, жмут где-то.
Не знаю, но как бы к половой жизни я так и не привыкла, хотя для меня она, в принципе, стала бы обыденной частью жизни в какой-то степени, но я, естественно, предпочту сесть на стульчик. Ну и понятное дело, что за замечательную бумажку я говорила. Ну, вы помните, сопли везде, сопли всегда, поэтому если они, извините, там выставляют где-то прямо в таком рулоне, мне как бы наплевать. Но к этому замечательному рулону присоединилась и присосалась, конечно же, вариация с мокрыми салфеточками. Теперь это тоже часть меня, и оно всегда со мной. По-хорошему, как бы раньше я все делала маленьким ножом. Ну, вот типа вот таким ножом. Ну, периодически резала, конечно, все замечательными ножницами. В России это, конечно, из разряда было тогда, из разряда вон. Здесь, скорее, это обыденная вещь, начать что-то разрезать вот этими замечательными ножницами. Тут, как видите, даже вон, чтобы пробки открывать. Тут много чего интересного, на самом деле, в одних таких вот ножницах. Но много людей просто не знают, что с этим делать. Они думают, что это просто ножницы. Но не суть важно. Вы режете этим все помимо мяса. What? Даже салатики. Даже когда вы что-то готовите, вы нарезаете прям в процессе, прям в горячую, бурлящую жижу свои какие-то ингредиенты, и типа все круто и замечательно, но произошел определенный X-момент, и как бы с учетом того, что я все еще себе не купила набор вилка, соответственно, ножичек, да, то приходится, конечно, иногда пользоваться именно вот этим делом, хотя, конечно, вся моя готовка перешла на новый уровень. Ну, то есть не вот этот вот ножичек, как у многих наших домохозяек и мам, и, в принципе, многие именно пользуются вот таким, а вот таким я пользуюсь. Не знаю почему, видимо, все-таки после латте я как-то прикипела к такому размеру, и с ним действительно как-то удобнее. К сожалению, возможно, своему, может, к радости, я начала есть одновременно и ложкой, и палочкой, потому что палочки я держу в левой руке, а, соответственно, ложкой я орудую с правой руки. А это не очень культурно здесь, когда ты одновременно пользуешься сразу двумя вот этими предметами. Но как бы я для себя открыла замечательный момент X, то есть ты можешь откладывать себе какие-то горячие вещи в ложку и с ложки, соответственно, есть. Либо ложкой как бы практически как вот ножичком что-то вот отсоединять. И, соответственно, у меня одновременно в руках находятся и, соответственно, палочки, и ложечка. И по первости на меня начали криво смотрели почтенные корейцы, но так как я иностранка, мне ничего, конечно, не сказали, я понимала, что они могли готовы, и были просто на стартовой просто полосе, чтобы сказать мне что-то из разряда «Девушка, вы так некультурны!» Но никто ничего не сделал, пока они, как бы, они увидели, что я с этим делаю, что это не вот это вот одновременное какое-то вот бескультурное пожирание там сразу вот во все возможные, да, там в ложку рис, сюда еще что-то, и вот по очереди. Нет, я этим пользуюсь вроде как культурненько так, вилочка, ножичек. Моя версия. Если кто-то делает то же самое, напишите мне об этом в комментариях, чтобы я не чувствовала себя одиноким первопроходцем. Помнится, я вам рассказывала про раздельный мусор, рассказывала, как это и что делается, даже, помнится, я зарекалась о том, что ни за что в жизни я так делать не буду. Но, к сожалению, я начала это делать. Почему? Потому что если ты не будешь мыть все вот это... начинает заводиться мошкара, начинает заводиться какая-то невероятная живность, и, соответственно, ты с этим потом пытаешься как-то бороться и как бы травить не только этих замечательных насекомых и природу, мать ее, но еще и себя при этом, понимаете? Поэтому, когда ты можешь выкинуть мусор только, дай боже, раз в неделю, тебе приходится разделять это все дело по полной программе, так еще и смывать, чтобы мало то, что не было запаха, так еще, чтобы вот эта живность и природа, мать ее, не развелась у тебя здесь в таком количестве, что ты там, ну, я не знаю, даже пожрать нормально не можешь, они просто витают над тобой здесь, жопами своими прям виляют, и просто начинается дискотека с хлоп-хлопами. Возраст имеет значение, к сожалению, со временем это нифига не изменилось, да, они теперь, конечно, в жопу себе кол не вставляют, но они перешли на новый уровень. Если они узнают мой возраст, они тупо начинают игнорить, после того, как мы как бы все, больше не видимся, по идее, ой, да, я тебе напишу, а потом тупо игнор. Это вот не только вас, дорогие мои молодые, зеленые, пухленькие, да, кавайные, потрясающие, да, игнорят, нет, они игнорят всех тех, кто, по идее, видимо, доставляет им дискомфорт. Так что я теперь в зоне дискомфорта, поэтому многие из них со мной просто перестают общаться.
Да, время течет, естественно, я уже привыкла в какой-то степени кланяться во время приветствия. Тут многие даже снимают какие-то гик-варианты, что раньше мы там руки протягивали, говорили привет, там рукой как-то махали, а сейчас как бы ты как последняя неваляшка туды-сюды вот так вот катаешься. Но проблема в том, что я как бы со многими начала как-то так вот здоровкаться очень по-гопски, то есть когда ты только одной головой вот так вот делаешь, это гопнический вариант, потому что нужно как бы телом немножко это сделать, то есть прогнуться в плечах и как бы сделать хотя бы вот такой вот вариант. Ну, понятное дело, что с более высокими там людьми я, естественно, такого себе не позволяю, но когда я вижу, что это молодежь, и как бы вроде хочется проявить какой-то вариант там уважения, то у меня начинает гоп-стоп вариант, и я такая, ну, привет. 안녕하세요. И на этой же почве у меня со временем пристрастился, нет, не пристрастился, приклеился, нет, не приклеился, присосался, как банный лист ежовый какой-нибудь, не знаю что, на что-то такое волосатенькое, и ты потом выдираешь это вот все вот оттуда и не можешь выдрать, и оно прям так, я решила оставить это там на месте. Это пусанский диалект. Он гораздо более жесткий, он гораздо более такой твердый, даже чем-то смахивает в какой-то степени в плане разговора в каких-то местах на наш русский язык. 뭐가지가 없을까 인상 생각합니다. Когда многие мне начинают делать замечания, и причем, заметьте, это не в плане произношения неправильных там двойных букв, или я там неправильное ударение, например, сделала, да, реально неправильное ударение сделала, да, мне говорят об этом те, кто живет в Сеуле, изучает корейский сеульский язык, и я сижу, развожу руками, я спрашиваю местных пусанских там, и не только, как говорится, корейцев, они разводят руками, говорят, что кроме того, что ты там вот местами промахиваешься по двойным вот этим звуком, у тебя все клево, потому что они к этой речи привыкли так же, как и я, мы разделяем только вот вариант, да, что, вот этот чувак сеулец, и я уже точно знаю, что это человек из Сеула, потому что даже когда пусанец разговаривает на сеульском, это гораздо более твердый вариант общения, чем если реально сеулец приедет, он гораздо более мягче разговаривает, это чувствуется в процессе разговора, и я, к сожалению, за вот эти уже 6-7, почти даже уже скоро 8 лет, я стала очень именно пусанский использовать, да, тандихи, вот, но я как бы его заковаила в какой-то степени, у меня периодически проскальзывают какие-то слова иногда в процессе разговора, потому что я к ним уже просто привыкла. Они отовсюду на меня валятся, и когда некоторые корейцы, которые впервые меня видят, вдруг услышали пусанский диалект, там пусанские какие-то слова числительного характера, там множественного, да, там каких-то, степенных вариантов и так далее, они удивляются, такие, о боже мой, ты на пусанском разговариваешь. То есть это не вот это вот прикреплить сзади сымнидей и мнидей, дей вот это, да, это официальный пусанский диалект, то бишь это как сымнида и мнида, да, вот, это там вот именно определенные слова, определенные моменты, которые только пусанцы делают, ну, то есть, точнее сказать, кёнсандо, вот, поэтому, как бы, я стала больше пусанкой. Ну, мне на самом деле нравится то, что, будем честно говорить, в японском мне тоже нравился кансай диалект, и они, кстати, похожи. Мой уровень экономии бог, конечно, стал круче, потому что когда ты здесь студент, тебе нужно на всем экономить. И, соответственно, ты узнаешь интересно много разных конштяков. К сожалению, много из них я просто не смогла как-то ассимилировать в себе. И у меня до сих пор, кстати, вроде с одной стороны я могу делать интернет-шоппинг, а с другой стороны нет. То есть у меня не все корейские сайты позволяют делать почему-то интернет-шоппинг с моей карты, которая, по идее, была специально сделана для того, чтобы делать интернет-шоппинг. Вот, но как бы я за время жизни здесь я очень сильно привыкла именно к интернет с какой-то степени шопингу, то есть какие-то девайсы, какие-то там, какая-то мелочевка, я ее покупаю, конечно, в интернете. И вот эта фишка, что у тебя, в принципе, все может быть на одной карте, это просто спасительная вещь. Ну, или вообще на телефоне. То есть и проездной, и твои деньги, и там какие-то скидки, еще что-то, это все на твоей карточке, либо на телефоне, это просто невероятно, это невероятно удобно, это просто офигенно. Если там вот где-то у нас, в наших странах это тоже есть, ребята, расскажите мне об этом, то что, ну, это прям манна небесная, и я вот от этого стала очень сильно зависеть, и поверьте мне, на этой же почве у меня появилась еще одна зависимость, я не могу выйти из квартиры без телефона. Я могу оставить карточки, но я никогда в жизни не выйду без телефона, потому что там не только мои игрульки. Вот, там, можно сказать, целая жизнь кипит, как бы. Следующая вещь, наверное, то... Вот, знаете, вот я помню, что мне даже кто-то совершенно недавно писал что-то из разряда: ой, русский, вы так воняете, что в глазах слезится. Причем это явно казахстанец был. И, ну, как бы, давайте, ребята, будем честными, все, что не корейцы, могут вонять.
И даже некоторые японцы воняют, будем честно говорить. Мое видео по поводу запахов пота рассказывало о том, что именно у корейцев есть вот какой-то вот такой прикол, и у некоторых японцев, у некоторых представителей Китая, заметьте, у некоторых, да, что вот они вот даже потея не особо воняют. Но поверьте мне, если будет 100 человек в одной комнате, они будут потеть, они будут вонять. То есть этот пот начнет замешиваться, там будут сексуальные миксы бактерий, и вонища, конечно, будет не такая, конечно, как с нашими пацанами, там одного хватит, чтобы покрыть вонью такого же формата, как если бы 100 корейцев это делали. И я могу вам точно сказать, ребята, я здесь перестала вонять. У меня на самом деле есть только 2 вонючие зоны, это подмышки и мои пятки. И когда я сюда ехала, у меня прям истерика по этому поводу была. Представляете, я снимаю свои замечательные там туфли, сапоги, неважно, и тут такая вонища на весь ресторан. Они, конечно, ничего не скажут, но это будет пипец, конечно, попадалово, да, и я могу точно сказать, что либо, конечно, определенный образ жизни, либо все-таки мне помогло то средство, крем, не знаю, да, то ли, я не знаю, я перестала в пятках вонять. У меня происходит ванизм только когда я, получается, в огромном стрессе, и как бы природа, мать ее, как бы одарила скунса вонючестью, чтобы он смог сбежать, чтобы он прыснул и побежал, потому что пока там задыхаются, он может убытылять. И у меня, видимо, по этой же системе стало так же работать, то есть меня начинает выводить на какие-то нервы, и я начинаю вонять, как скунс, чтобы, ну, видимо, умотылять. А так, спортом ли я занимаюсь, еще что-то, то есть мне надо в одну и ту же одежду спорта одеваться, чтобы реально ощутить этот запах. То есть я стала меньше вонять. Вау. Дальше это педаль. Ну, как бы у нас в России начала она тоже очень неплохо двигаться, я думаю, в других странах наших братьев и сестер тоже, но именно здесь я очень сильно привыкла к педали, и то, что тебе не надо куда-то идти за своей посылкой, тебе не надо там кого-то чего-то ждать, если вдруг там педаль пришел, который должен там за тебя, например, роспись получить, ты можешь оставить вообще в кёмбэшире, то есть это в комнате, где охранник сидит вашего комплекса, ну, то есть как бы по-нашенски это гувернант, консьерж, консьерж, те, которые, знаете, в будочке сидят, то есть ты можешь, по идее, попросить вместо, как бы, того, чтобы там около двери оставить, да, вот оставьте, пожалуйста, эту охранника. И ты потом подходишь, соответственно, забираешь свою посылку, потому что там за этим все дело тоже следится. И я знаю, что эта практика во многих домах здесь есть, и я к ней дико привык, потому что я даже в старом доме жила, такая же практика была, в средней, хрен пойми каком, новом доме жила, и там тоже такая была практика, то есть можно было оставить у охранника. И вот сейчас я живу, вот, получается, в этом комплексе, мы уже 4 года живем, получается, вот скоро 4 будет. И тут вот просто это без проблем оставить, они меня уже все знают вообще здесь за 4 года. Они такие: здравствуйте, вы сегодня дома? Я такая говорю: нет, но я тогда оставлю охраннику. Я такая: спасибо. То есть мне уже даже говорить ничего не надо. Если раньше там я сидела, заучивала фразу, типа: оставьте, пожалуйста, в кёмбэшире, типа там у дядечки, или там вот сегодня там такой-то дядечка, оставьте ему. Не, мне теперь это не надо делать. Большая часть вот той почты, которую нам доставляют, они уже знают, что по этому адресу живу я, и что вот этот человек это я, и они уже просто иногда там вот у меня 3 дядечки постоянно носят почтальоны, и они вот: вы сегодня дома? Я прям звезда у почты, ей, меня хотят видеть. Вот, но это очень удобная на самом деле вещь. У нас попробуй оставь, потом типа: я ничего не знаю, мне ничего не оставляли, спросите у них. Но это как бы вера, вот, знаете, так немножко пропала в людях. Вот, но здесь она у меня как-то все-таки вырастает в какой-то степени, то есть какая-то только доверие, она у меня здесь действительно выросла. Но вместе с толикой доверия у меня вырос и мой троллизм. Я просто, не просто эльф, я иногда превращаюсь в адского тролля. Вот реально, родные мои, я за собой это заметила только когда мне сделали пару раз замечания друзья, которые знали меня до этого. То есть я раньше действительно шутила, я могла как-то остро пошутить, у меня достаточно острый язычок. Но до такой степени я никогда, ну, как бы не доходила. А вот из-за жизни здесь, в Пусане, тут ребята шутят, ну, очень жестоко местами. То есть, если у нас это тролль, то здесь это абсолютно нормальный человек. И, соответственно, как бы, знаете, чтобы выжить в среде, ты начинаешь говорить на языке местных жителей. Вот, и когда мне сказали, что я стала жестче троллить, ну, с одной стороны, это комплимент, спасибо. А с другой стороны, ну, что поделать, жизнь такая, что уж тут теперь. Я тролль. Иногда, когда доведут.
Ну и следующий, наверное, пункт — это лукизм, о котором я, наверное, отдельно вообще расскажу, но вот определенный уровень жизни, определенные требования к этим уровням жизни, к внешности при подборе на работу, которую я просто уже на себе даже испытала. Если вот я, например, я привыкла к тому, что я, естественно, смотрю не просто на внешность человека, потому что, ну, она обманчива, просто человек может быть белый, милый, пушистый, а потом там тебе в спину 1001 ножичек воткнется, и это очень неприятно, мне такие люди попадались, и я стараюсь всегда как-то, вот, знаете, за счет своего вот этого странного поведения ломать систему и выводить человека на чистую воду. Но ты не можешь этого сделать, на самом деле, на том же самом собеседовании, то есть это надо быть настолько грамотным человеком и продумать столько шагов вперед в процессе разговора, чтобы вскрыть их по-умному. Я, конечно, периодически так вот делала, получалось вскрыть определенных людей, но проще, вообще вот реально проще, просто быть самой собой, тогда люди сразу вскрываются. Но, к сожалению, влияние вот этого окружения, Азии непосредственно, да, оно сделало тоже свои какие-то пометочки, и я тоже стала обращать внимание на свой внешний вид. Если бы раньше бы я даже не загеморроилась на какие-то моменты там, да, и, возможно, даже бы не накрасилась ради какой-то фотографии, а вот сейчас нет. То есть, если я понимаю, что мне надо сфоткаться, я обязательно хотя бы легкий макияж, но сделаю, да. То есть, это вот не вот это я могу свободно выйти из дома, типа, в своих плавках, чтобы пойти купить себе молока. Нет, ребята, тут как бы, да, маски тебя спасут, конечно, сейчас, но нет, ты все равно пытаешься привести себя в порядок, чтобы даже выйти в магазин. То есть, когда кореянка так выходит, это нормально, но когда ты так выходишь, тебя как-то очень сильно осуждают в этом плане, и на этой почве я стала еще просто жестче за собой ухаживать. То есть, я раньше была ленивой задницей в этом плане, то сейчас я стала очень жестко за собой ухаживать, то есть, это и подбор косметики, который уже явно выше уровнем, это люксовая косметика, это уже, извините меня, и какие-то девайсы, потому что местами там Дарсенбаль с Ватоном тоже не особо помогает, да, ну и, конечно, это уже какие-то попытки найти, возможно, какой-то вариант без уколов, без каких-нибудь там, простите, подтягиваний нитями или там каких-нибудь, короче, ну, не хочу, чтобы мне что-то туда втыкали, хотя я видела не раз, тут есть традиционную медицину, они тут иголочки тебе так повтыкают, и вроде как стимулируются мышцы. Но опять же, это втыкание иголок, а я как бы до этого момента, чтобы меня что-то еще втыкали, меня уже и так натыкали всю мою задницу, там друшлаг, а не задница, поэтому еще, чтобы на лице у меня помимо пор были дополнительные, извините меня, дырочки, не очень хочется, хотя я понимаю, что это все равно необходимо. Поэтому я и купила самый маленький мезороллер, я делала определенные процедуры, чтобы хотя бы в какой-то степени, видимо, привыкнуть и морально подготовиться все-таки, потому что хочется попробовать, потому что есть столько всего, потому что это же Корея. Здесь столько всего, и хочется это попробовать, возможно, как-нибудь я и попробую. Ага. Вот, потому что ты понимаешь, что это нормально. Если у нас это, типа, не особо нормально, типа, старей красиво, здесь это, типа, а что ты за собой не ухаживаешь? Ну и, соответственно, этой же почве ко мне привилось и спортивное вот это желание каких-то хотя бы, да, там, 10-минутных, 20-минутных, 30-минутных воркаутов. То есть, если раньше там я с утра встала, буквально там, знаете, сделала так называемую свою десятку, то есть там определенных там сколько-то по 10 приседаний, определенных сколько-то там по 10 пресса толканий, там отжиманий каких-нибудь и так далее. Типа мне вот раньше этого хватало. Сейчас я просто физически понимаю, что мне этого не хватает, потому что паровоз, потому что нужно выглядеть красиво. Диету я, конечно, пробовала, но поняла, что жрать я хочу больше, поэтому я послала весь этот вот диета здесь как раз в задницу, потому что, ну, как бы, знаете, кушать я люблю вкусно. Вот, но все равно это влияние, опять же, было со стороны непосредственно Кореи на меня, и поймите правильно, я как бы сопротивлялась как могла, но когда ты понимаешь, что это плюс тебе, это тебе не минус, да, уже как-то, знаете, вот хочется за собой следить, хочется быть в форме, хочется просто соответствовать каким-то своим уже даже требованиям, потому что, ну, как бы они требуют пипец какой-нибудь, да, там, бэйби-скин, чтобы у тебя вечный был, чтобы там, знаете, там, блеферопластика, чтобы у тебя и глаза, как у молодой, и так далее, да, но, простите, я просто знаю, что вот я бы пошла, возможно, на какие-то там блеферопластики или что, когда это необходимость. Я не против, как бы, косметологии и пластики, если это реальная необходимость по определенным обстоятельствам, например, там, ну, вот уже совсем все плохо, либо вот человек, он чувствует себя неуверенно, и вот ему это просто необходимо, и он вот после операции действительно чувствует себя более уверенно, потому что есть люди, которые действительно, ну, как бы, они более уверенно себя после этого чувствуют, а не вот этот вот какой-то безумный пипец, когда я вот хочу, как вот эта звезда, а потом 1001 операция, переделки и так далее, и ты потом смотришь на лицо человека и видишь все это, и тебе просто неприятно даже уже с этим человеком разговаривать.
То есть, ну, не очень естественный какой-то персонаж, вот, и поэтому это, конечно, тоже определенная вещь, которая вроде со мной здесь, а вроде я как бы это еще пока не принимаю. Хотя, конечно, стандарты красоты здесь немножечко изменились-то за 7 лет. Вот, ну и еще одна вещь такая, это, наверное, все-таки это технологии. Неважно, что я живу в Пусане, здесь немножко такая, знаете, заторможенная версия со всеми возможными технологиями, которые появляются вообще в Сеуле. И Сеул такой более продвинутый в плане типа технологий, ну потому что там, извините меня, ВВП немножко выше, да, а у нас все-таки как-то курортный город, и мы вроде что-то такое привносим здесь, а что-то нет. Он как бы развивается именно больше как курортный город, соответственно. Но если сравнивать с тем, что я в прошлом году ездила в Москву, поверьте мне, даже Пусан более продвинутый, чем Москва. Это, конечно, меня шокировало, но вот это удобство, даже вот это удобство, я к нему до такой степени привыкла, и вот это стало тоже какой-то неотъемлемой частью жизни, что я, например, вот знаю, что, да, там, вот мне стало вдруг резко нехорошо, да, в метро, я вот знаю, что вот на каждой станции есть лифт. Я, если что, там не по лестнице, например, буду подниматься, я пойду и на лифте поднимусь, да. Например, или вот та же фигня сейчас вот из-за короны, да, опять же, у нас во всех транспортах есть санитайзеры, да. Сейчас, конечно, в определенных местах уже убрали, чтобы люди сами с собой носили, у нас тут уже везде и всюду все это вот продается в нормальном состоянии, там какие-то районы это все выдают и так далее, да, но, опять же, у нас это делают, вот реально, вот нам, нашим, вот выдают где-нибудь, вот нашим где-нибудь не в Европе, да, вот где-нибудь просто так санитайзеры, маски, еще что-то нет. Вот я вот даже сейчас нахожусь на программе BGS, и первое, что они сделали, они послали мне в посылке, помимо мерча, вот, который я должна, по идее, на себе носить, они еще прислали и суппорт-кит. Я, по-моему, фотографировала, показывала. Если нет, то скоро будет у меня в Инстаграме. Так что следите за моим Инстаграмчиком, родные мои. Там был просто невероятный кит, и я вот просто не ожидала. Там столько всего санитизирующего, что ты будешь просто прям чистый-чистый, хоть на операцию кладись. Ну, я преувеличиваю, конечно. Вот, но это, опять же, приятно. То есть, вот, где я что-то начинаю, какую-то деятельность, да, там все равно в первую очередь тебе выдают какой-то кит. Такой, знаете, там санитайзеры какие-нибудь, маски, еще что-то. Это дико приятно, потому что все-таки о тебе заботятся здесь, в этом плане, да. Поэтому здесь, возможно, да, как-то все хорошо. Вот. Еще одна вещь, это то, что я в какой-то степени привыкла к тому расизму, который здесь происходит по отношению ко всем иностранцам. Вот, это стало какой-то неотъемлемой частью жизни, я дошла до уровня пофигизма бог в какой-то степени, но иногда он у меня ломается, и если вдруг будет интересно, я расскажу об этом тоже в отдельном варианте, но это неотъемлемая часть, потому что, будем честно говорить, любое чужое в другой стране, к нему все равно будет всегда иначе относиться. Да, будут те, кто будет с ним дружить, и будут те, кто... Упс. Следующая часть — это, конечно, тапки. Помните тапки? Я думаю, помните тапки. Я думаю, вы стопудово помните тапки, но теперь это не просто черные, белые, розовые или голубенькие, да? Теперь они еще мега уровневые. Это просто что-то. Я зашла в магазин, там, где продаются вот эти вабаки, если на японском, да, это вот эти как раз вот тапочки для школы, и с ними рядом как раз вот эти шлепки. И там начинается целая стелла вот этих новых каких-то прикольных тапок. Они там, значит, с надписями, типа, закончился, я сама красота, я никогда не сдаюсь и так далее. То есть они в разном формате. То есть это вот можно купить, получается, да. Цена, кстати, абсолютно та же, практически, вот буквально на 1000, наверное, вон дороже, вот, обыкновенных. Но вы представляете, да, в школе немножко разнообразить свои шлепки. Вот, это как-то прикольно стало, и как бы я для себя тоже могу сказать, что я разнообразила свои шлепки. Ну что, кто следил за моим инстаграмом, точно знают, пишите в комментариях, какие у меня шлепки. Давайте. Кто сделал правильную надпись, правильный комментарий, люблю, целую, обожаю, позитивчики. Ну а кто не знал и не следит за моим инстаграмом, знакомьтесь, мои шлепки тигер. Ну и, наверное, напоследок, потому что, если так подумать, очень много разных других мелочей накопилось-то за 7 лет, и я думаю, даже есть смысл делать, наверное, вторую часть, но я уже и без того, наверное, много разговаривала, так что последним будет самый страшный момент, это кондиционеры. Я, черт побери, стала к ним привыкать. Вы не поверите, я, в принципе, как бы мерзну все равно, да, но я то ли моржом становлюсь в какой-то степени, то ли я не знаю, но как минимум, когда жара, мне, в принципе, комфортно, и многие люди, когда я вот сидела с ними, там, вот, с кондиционером и так далее, вот, они потом за меня хватаются, что я холодная.
Вот, но при этом, если раньше бы я уже вот в таком состоянии бы была, просто ходаки отдыхают, сейчас я просто как бы холодная, я уже не так как бы содрогаюсь с этого, но это на самом деле с одной стороны хорошо, с другой стороны даже не знаю, потому что в какой-то момент это приведет, наверное, к тому, что я без кондиционера вообще жить, наверное, не смогу, да? Очень много изменений, ребят, действительно произошло. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои другие соцсети, потому что там тоже происходит движ. Не забывайте о том, что этот канал мультикультурного содержания. Я здесь могу разговаривать и на русском, и на корейском, и на английском. И если вы со мной на одной позитивно, креативно, невероятно гикской и просто классной волне, то... рекомендуйте меня друзьям, ставьте лайки, вам не сложно, а мне приятно. Я хочу собрать больше нас таких позитивных. Будет о чем поговорить. Ну что, до новых встреч, пока-пока! Даже сейчас, по идее, мне не настолько жарко, но у меня здесь работает кондиционер. Зарекалась, что я в жизни не буду так делать, потому что паровоз.